Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я показываю один из подоконников с фиалками. Здесь у меня растут стартеры. И как раз поговорим, что нужно, чтобы розетка была крепкая, аккуратная, облиственная. Ключевое слово, да? То есть достаточное количество листвы у нее должно быть нарощено. Так как стартер это уже не детка, это уже полноценное практически растение. То есть можно сказать, это растение подросток, которое в ближайшее время будет первый раз готовиться к цветению и закладывать цветоносы. Соответственно, должна быть хорошо нарощена зеленая масса и развитая здоровая корневая система. Теперь мы плавно подошли к этому моменту. Смотрите, после пересадки в уже окончательный объем, в окончательный горшок я наращиваю розетку. Чтобы корневая была крепкая и моментально развивалась, в первую очередь нужен, конечно же, хороший, рыхлый, свежий субстрат. Корни будут дышать в таком грунте. У меня это торф Классман с добавлением рыхлителей. Это либо перлит, либо пенопластовые шарики. В таком субстрате фиалочка моментально начинает развиваться. Грунт не должен быть слеженный, тяжелый, забитый, потому что корневая в таком грунте не будет нормально дышать, и корни будут просто, можно сказать, закисать в таком грунте. Поэтому идеально, конечно, использовать верховой торф. Далее выбираем небольшой горшок. У меня это одноразовые кофейные чашки. Не раз я их показывала в своих покупках. Вот так они выглядят. В диаметре они не более 8 сантиметров. Самый оптимальный размер для выращивания фиалок. Больший объем фиалкам я не даю. Девятки, десятки в диаметре горшки я не использую. Вот в таком вот объеме фиалочка хорошо растет, развивается и зацветает. Если на фитильном поливе, то такие вот чашки я ставлю на 200-граммовый стакан в качестве резервуара под фитиль. На стеллаже у меня стоят они. А если выращивать на верхнем поливе, вот здесь на подоконнике, они у меня растут на верхнем поливе, то второй стакан служит в качестве поддона. Когда вы поливаете сверху, остаток воды стекает в дренажные отверстия, которые обязательно нужно делать, чтобы лишняя вода не застаивалась в самом горшке и корни не загнивали. И получается, вот во втором стакане всегда есть влага, и корни к ней стремятся и отлично развиваются. Соблюдая эти два условия, которые я перечислила, фиалка уже моментально тронется в рост. Особенно сейчас, весной, обязательно нужно осмотреть все свои фиалочки, осмотреть корневую, пересадить фиалки в свежий, новый, воздухопроницаемый грунт. Световой день уже увеличивается, поэтому фиалочки моментально пойдут в рост, да и не только фиалки, остальные комнатные растения, поэтому обязательно нужно поработать с ними, пересадить. Если требуется омолодить, если у фиалочки вытянулся стволик, фиалочка застарела, то обязательно ее нужно переукоренить. Как это сделать? На канале у меня есть видео, ссылочку оставлю в описании, кому интересно, под этим видео. Эти розеточки у меня были пересажены не так давно. Вот такая у них наросла зеленая масса, листва, зеленая, сочная. И фиалочки будут уже готовиться к
цветению. У некоторых в зачатках, в пазухах листвы уже есть цветоносы, поэтому будем ждать цветения. Если процесс все же идет у вас не так быстро, листва медленно развивается, долго фиалка сидит на одном месте, то мы можем уже в последнюю очередь подтолкнуть фиалочку. После того, как мы ее пересадили в свежий грунт, поменяли ей горшочек, увеличили его, если это требуется, да, на чуть больше объем, но фиалочка все так же сидит на одном месте, то мы можем ее подтолкнуть, пролив ее удобрением с содержанием азота, именно для декоративно-лиственных растений. У меня это вот такое вот удобрение «Рост». Я им и остальные свои лиственные растения подкармливаю. И вот для фиалочек именно для наращивания листовой массы. В минимальной концентрации пролить несколько раз с интервалом где-то в 10-12 дней. Если такой полив положительно подействует на фиалки, вы это заметите. Заметите, когда начнет развиваться из центра серединка, то есть будут расти новые листочки, значит фиалка тронулась в рост. Активно начнет расти серединка. Ну и последний момент, чтобы розетка была красивая, симметричная. Не ставьте фиалочки сильно впритык друг к другу. То есть в обнимку они стоять не должны. По возможности ставьте их чуть подальше друг от друга, чтобы вот между ними хотя бы было минимальное расстояние. Если вы не хотите однобокие, некрасивые розетки, между ними всегда должно быть какое-то вот пространство обязательно. На этом я буду заканчивать это видео. Здесь у меня, кстати, вот такая сансевьерия отсаженная растет. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, с удовольствием на них отвечу. Возможно, есть какие-то запросы или предложения, что бы вы хотели увидеть в следующих видео. Пишите в комментариях, будем разбирать. И чтобы ничего не пропустить, все полезные ссылки на какие-то ролики или где меня можно еще найти, я оставляю под видео в описании, которые могут пригодиться. Поэтому всю информацию вы можете найти там. Ну и до новых видео. И всем пока-пока.